Если вы пришли на пляж и увидели там табличку «Купаться запрещено», то лучше не пренебрегать этой информацией. А для того, чтобы не потратить бесценное время отпуска впустую и точно знать, куда лучше не ехать или, наоборот, поскорее взять билеты, мы предлагаем вам топ самых опасных и необычных пляжей в мире. А если вы вдобавок еще и любитель экстрима, то данный ролик поможет вам выбрать место с самым лучшим пляжным адреналином. Поехали! Пляж Чандипур, Индия. Это место является одним из самых зрелищных пляжей в мире. Находится он в Восточной Индии. Огромную популярность ему принесло обычное явление – отлив. Но не все так просто. И дело в том, что каждый раз во время отлива вода оголяет берег на расстоянии 5 километров. Если быть в нужное время на пляже, то можно в буквальном смысле догонять морскую воду. Во время отлива многие туристы начинают изучать морское дно, где можно найти различные ракушки и небольших крабов. Весь пляж окружен песчаными дюнами и растительностью. Прилив происходит дважды в день, во время которого можно купаться. Так что вперед на поиски затонувших сокровищ. Стеклянный пляж, Калифорния. А это один из самых красочных пляжей в мире. Находится он в национальном парке Маккеркера в Калифорнии. Во всем пляже вместо песка лежит огромное количество отшлифованных водой стекол. Местные жители многие годы использовали этот пляж как свалку. Выбрасывали бытовые отходы, старую бытовую технику, автомобили, стекло. В 1967 году власти закрыли пляж и несколько раз проводили работы по его очистке. Но мелкие осколки стекла убрать трудно. Их отполировало море, и через десяток лет берег был усыпан миллионами разноцветных камушков-стекляшек. Собирать стекла на пляже запрещено, но их можно приобрести в различных будках за символическую цену. Палящее солнце придает этому месту изумительный и просто фантастический вид. Во время прогулки создается впечатление, что под ногами не что иное, как изумруды и сапфиры. Необычное и красивое место. Атолл Бикини, Маршалловы острова. Пришло время немного разбавить наш прекрасный список. Этот небольшой атолл в Тихом океане знаменит не только тем, что дал название купальнику, эффектным появлением в котором прославилась Бриджит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». За красивым названием скрывается страшная история. В период с 1946 по 1958 США использовали остров для испытаний атомной и водородной бомб в рамках операции «Перекрестки». В ходе испытаний 1 марта 1954 года остров почти полностью подвергся разрушению. Впоследствии же более 800 жителей Тихоокеанского атолла умерли от различных онкологических заболеваний, вызванных ядерными испытаниями. Уровень радиации здесь до сих пор выше нормы, средняя доза внешнего облучения составляет около 3,8 рентген в час. Но, тем не менее, многие полагают, что некоторые пляжи Бикини вполне пригодны для отдыха. Туристов со всего света привлекает изолированность ядерного острова. Впрочем, попасть на атолл не так уж и просто. Либо в составе Центральной Тихоокеанской экспедиции погружений, либо в качестве туриста, заказав тур на официальном сайте Бикини. И лучше не ходить за пределы предлагаемых зон отдыха, иначе рискуете начать светиться в темноте. Пляж Нью-Смирна, США. Еще один из пляжей США, расположенный во Флориде, по праву снискал славу самого несчастливого курорта штата. В 2010 году там было зафиксировано 640 столкновений различных плавательных средств, 68 из которых закончились смертью. Самое большое количество несчастных случаев на воде, зарегистрированных когда-либо на пляжах США. Специалисты объясняют это сильной переполненностью пляжа. У спасателей и водного патруля просто нет возможности за всеми уследить. Кроме того, Нью-Смирна опасен из-за частых вспышек молний. За последние 50 лет от удара молнии здесь погибли 459 человек. По словам сотрудников службы безопасности, люди на пляже являются самыми высокими точками. А это значит, что во время гроз они априори становятся мишенями для разрядов. Помимо всего перечисленного выше и вне зависимости от погоды, отдыхающие на пляже Нью-Смирна еще и мишени для акул. Прошлым летом 13 человек было укушено, и, к счастью, лишь один случай оказался смертельным.
Поэтому неудивительно, что эвакуация людей с последующим многодневным закрытием территории на этом пляже довольно частое явление. Вот так местечко. Пляж Копакабана, Бразилия. Легендарный бразильский пляж Копакабана, расположенный в Рио-де-Жанейро, тоже входит в число самых опасных для посещения. Опасаться здесь следует не акулы и диких животных, а обычных преступников. Каждый день на побережье жертвами грабителей становятся десятки людей. Отправляясь на многолюдный пляж, не стоит брать с собой абсолютно никаких ценных вещей. Тем, кто отдыхает на пляже в одиночестве, крайне не рекомендуют оставлять на побережье без присмотра даже личную одежду и полотенца. Их легко могут украсть. Протяженность пляжа довольно большая и составляет порядка 4 километров. Вдоль него проходит невероятно красивая набережная Авенида Атлантика со множеством уютных ресторанчиков и магазинов. Сложно и представить, что за последние десятилетия этот район отличился не только активно развивающейся инфраструктурой, но и расцветом нелегальной деятельности. Наркотики, проституция, огромное количество мошенников и карманных воров. Вот лишь несколько не самых лучших отличительных особенностей популярного бразильского пляжа. Так что во время отдыха не стоит общаться с незнакомыми людьми и заключать с ними какие-либо сделки. На пляж с собой следует брать как можно меньше ценных вещей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра. Тиви и Квинсленд, Австралия. Об австралийских пляжах тоже всегда было известно, что они относятся к самым опасным на планете. Акулы для Австралии – это обычное явление, ими уже никого там не удивишь. Но северное побережье славится многочисленными несчастными случаями. На бедных туристов нападают агрессивные кубомедузы. Их оружие – это сильнодействующий яд. Жертва этих хищников получает мощнейший ожог. Но не это самое страшное. Через 2 минуты после поражения, к сожалению, летальный исход неминуем. Эти кубомедузы коварны еще и тем, что в воде они почти невидимы, и заметить их сложно. Они обитают в основном в Арафурском и Тиморском морях, которые и омывают Тиви и Квинсленд. Этих ядовитых кубомедуз уже давно прозвали морскими осами. Пляж Кейбл, Австралия. Еще один австралийский пляж Кейбл, который получил статус опаснейшего из-за обитающих на его территории крокодилов. Пляж Кейбл считается важной природной достопримечательностью и славен своими футуристическими пейзажами. Но прогуливаться по некоторым районам пляжа без сопровождения проводника строго запрещено. В соответствии с австралийским законодательством охотиться на крокодилов нельзя. По утверждению специалистов, это и есть главная причина участившегося нападения этой рептилии. В данных случаях угрозы для жизни и для детей, и для взрослых. Но власти остались неприступны. Таким образом, за 25 лет установлено 10 случаев с летальным исходом, а количество различных увечий, сделавших из людей инвалидов, просто не перечесть. Так что 10 раз подумайте, хотите ли вы в подобные места. Пляж на острове Ваатху, Мальдивские острова. И чтобы немного отвлечься от страшных мест, давайте перенесемся поближе к сказке. Далеко не каждый пляж может похвастаться своей красотой в ночное время, но все же есть одно чудесное место, берега которого окрашиваются тысячами огней исключительно ночью. Благодаря биолюминесценции, химической реакции в организме неких живых существ, энергия в их теле высвобождается в форме света. Кажется, что в волнах прячется весь небосвод над Мальдивами. Как говорится, Мальдивы — это Мальдивы. Пляж горячей воды. Новая Зеландия. А вот и еще одно расслабляющее и успокаивающее место, которое можно считать геотермической достопримечательностью. Находится оно в Новой Зеландии, на полуострове Коромандель. Во время интервала между отливом и приливом морская вода просачивается в песок благодаря нескольким подземным источникам. Желающие принять ванны в природном джакузи могут выкопать в песке яму и наслаждаться теплой водой. В самый разгар пляжного сезона многие семьи приходят на пляж с лопатами, чтобы расслабиться всей семьей в геотермальной воде. Принцип работы таков: чем глубже будет вырыта яма, тем горячее будет в ней вода. Если вода слишком горячая, то ее можно разбавить с водой из океана, поэтому такие источники лучше создавать ближе к берегу.
При приливе следует соблюдать меры предосторожности. Обычно такая созданная ванна смывается во время прилива, и нужно следить, чтобы дети были вдали от берега в такие моменты. Пляж Пуналу, Гавайи. И еще одно удивительное место. Это не просто пляж, а целый парк, посвященный аномалии черного песка. Цвет пляжа образовался благодаря лавовым потокам, которые охлаждались в океанских волнах. На этом острове есть не один черный пляж, но другие непригодные к пребыванию людей ввиду остроконечных скал и камней. А на пляже Пуналу время и волны поработали более основательно и перетерли твердый базальт в мельчайший песок. Этот пляж нравится не только любителям экзотики, но и зеленым морским черепахам, которые здесь тоже потемнели. Черепахи охраняются законом и людьми, причем не только на словах. Их запрещено убивать, а места кладки яиц отслеживаются, заботливо огораживаются и обвешиваются табличками «Яйца не беспокоить». Вот такие они, гавайцы, сплошные природолюбцы. Хайамс, Австралия. И, как положено, где есть инь, там есть и янь. Белый пляж Хайамс расположен в бухте Джарвис в австралийском Новом Южном Уэльсе. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как пляж с самым белым песком в мире. И правда, издалека, когда смотришь на берег, кажется, что он из взбитых сливок или сахарной пудры. Песок на пляже считается самым мелкозернистым и на вид и ощупь напоминает муку. Он настолько ослепительно белый, что даже в сумерках песок посвечивается. Поистине удивительное место, подаренное человеку природой. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!